Мужчина, который всюду стеснялся своей жены, однажды на корпоративе выдал ее за прислугу. Спустя годы после развода он замер, услышав правду, от которой у него перехватило дыхание. В доме Майкла и его жены Эмили царила предпраздничная суета. Надевая безупречно скроенный пиджак, мужчина прокручивал в голове предстоящий вечер, важное событие для налаживания связей и знакомств. Но одна мысль отравляла его. Придется быть с женой. Поправив галстук и застегнув на запястье дорогие часы, он с раздражением посмотрел в зеркало. Почему мне досталась такая неприглядная женщина? У меня отличная должность, внешность. Я мог бы быть с кем угодно, достойным меня. Как я умудрился жениться на ней? Спрашивал он себя. Разумеется, до античного героя ему было далеко, но самомнение и эго давно зашкалевали. Он бы с радостью оставил супругу дома, но формат вечера предполагал присутствие семей. Ну сколько можно? Мы опоздаем. Рявкнул Майкл. Я уже почти готова, милый, отозвалась из соседней комнаты Эмили. Да хоть 3 часа наводи красоту, лучше не станет, усмехнулся он про себя. Эмили едва сдерживала волнение. Впервые за 9 лет брака муж взял ее с собой знакомиться с коллегами. Для женщины, запертой в рутине, это был глоток свежего воздуха, редкий шанс прикоснуться к жизни супруга. Она знала, что Майкл нетерпелив, но надеялась, сегодня все будет иначе. Эмили очень старалась, она вышла из спальни в элегантном платье. Но годы заточения, усталость и бесконечное ожидание оставили след, ее лицо и руки выдавали усталость. Майкл даже не скрыл разочарования. Его взгляд сказал все без слов. В машине он молчал, пережевывая тревогу, как ее воспримут, не испортит ли она его репутацию. Им овладели противоречия, вроде должен, но лучше бы ее не было. По пути он резко бросил: «На вечеринке будешь молчать». Эмили уколола грубость, но она привыкла оправдывать его. Наверное, переживает, чтобы я не оплошала. Она выросла в сельской семье, где образование считалось роскошью. Брак устроил отец, пожилой фермер, придерживавшийся патриархальных взглядов. Он пообещал ежемесячно переводить зятю деньги в обмен на заботу о дочери. 9 лет Эмили старалась быть идеальной женой. Но ее существование было одиноким, лишенным тепла. Муж держал дистанцию, не допуская близости. Ее мечта о материнстве так и не сбылась, ему было все равно. На попытки учиться или развиваться он отвечал запретами. «Там плохие люди, отнимут тебя у меня». Любила ли она? Или просто боялась? Но факт оставался фактом, свои желания она похоронила, полностью растворившись в муже. И вот теперь ей показалось, что грядет перемена. «Майкл, я так счастлива», — улыбнулась Эмили. «Мне правда хочется увидеть, где ты работаешь, познакомиться с твоими друзьями». Он ответил холодно, с превосходством: «Только когда войдем, заткнись». Она привыкла к такому тону, но в этот раз внутри что-то сжалось. Однако надежда, глупая, живучая, все еще тлела в груди. Зал, где проходил корпоратив, сверкал: люстры, хрусталь, белые скатерти. Компания, выпускавшая бытовую технику, умела пустить пыль в глаза. Майкл, менеджер среднего звена, двигался в этом интерьере как рыба в воде: дорогой костюм, часы, уверенный взгляд. А рядом с ним Эмили, с тусклыми волосами, бледной кожей, в платье без намека на роскошь, словно птица, залетевшая не в тот зал. Раньше он никогда не брал ее с собой. Коллегам он рассказывал легенды: жена, модельер, мотается по Миланам и Парижам. Но в этом году компания раздала по 2 приглашения, и присутствие второй половинки стало обязательным. Переступив порог, Майкл тут же взял быка за рога: «Дорогая, если спросят, ты просто со мной пришла. Только не вздумай сказать, что ты моя жена. У нас тут конкурс, угадай жену, в конце объявят победителя». Эмили, наивная, поверила. Кивнула, соглашаясь. Ей в голову не пришло, что это спектакль одного актера, который просто стесняется показать свою настоящую жену. «Иди к бару, возьми выпить», — бросил он. К нему подошли приятели, поинтересовались супругой. Майкл, не моргнув глазом, выдал: «Да нет, это наша домработница. Жена в Греции, показ коллекции». Но она великодушно разрешила взять с собой прислугу,
Пусть хоть раз в жизни понюхает роскошь. Друзья, привыкшие к его байкам о красавице-жене, проглотили наживку. Они оглянулись на Эмили и тут же отвели взгляд. Сухая, уставшая, старше мужа, ну точно не модель. Чем дольше длился вечер, тем сильнее Эмили чувствовала себя лишней. Разговоры за спиной, косые взгляды. Она старалась быть тенью, не отсвечивать, как просил Майкл. В какой-то момент ей стало невыносимо, и она попросилась домой. Но муж отправил ее за напитком. «Иди, взбодрись». Вернувшись с бокалом, она услышала то, что разбило ее сердце. Соблазнительная брюнетка водила пальцем по груди Майкла и с притворной нежностью спросила: «А кто эта женщина, что пришла с тобой?» «Неужели жена?» Эмили замерла за его спиной. «Это уродина!» Хохотнул Майкл. «Да ты что, это наша прислуга. Я ее из жалости притащил». Дальше она не помнила. Слезы хлынули сами, голос сорвался в крик, обращенный ко всему залу. «Значит, я для тебя горничная. Я твоя жена, подлец». 10 лет. 10. Зал ахнул. Лица коллег вытянулись, кто-то прикрыл рот ладонью, кто-то уставился на Майкла с отвращением. «Милая, не так все было», — залепетал он, хватая ее за локоть. «Поехали домой, поговорим». Но Эмили высвободила руку и произнесла с ледяным спокойствием: «Жди звонка от адвоката моего отца». Она ушла. А он остался стоять посреди зала, под хохот, шепот и презрительные взгляды тех, перед кем так старался казаться идеальным. Развод был унизительным и быстрым. Отец Эмили немедленно прекратил финансовые вливания. Вскоре Майкл потерял работу, компания не простила скандала, а слухи о том, как он представил жену прислугой, расползлись по городу быстрее пожара. Даже местные газеты не обошли историю стороной. 5 лет он влачил жалкое существование. Не умер с голоду, и ладно. Кожа обветрилась, волосы потускнели, лицо покрылось пигментными пятнами от вечной работы под солнцем. Торговля сладостями на перекрестках стала его ежедневной реальностью. Дом, деньги, статус — все ушло, растворилось, как ложь, которой он жил. Когда-то он врал коллегам, будто дорогие костюмы и часы — подарки жены. На самом деле их оплачивал тесть. А Эмили даже не знала, сколько денег переводил ей отец. Майкл не купил ей ни одной серьезной вещи. Ни разу, но судьба уготовила ему еще один удар. Очередной день на перекрестке. Гул моторов, духота, запах асфальта. И вдруг кто-то зовет его по имени. Он обернулся и застыл. Рядом, бесшумно подкатив, остановился роскошный автомобиль. За рулем сидела Эмили, он ее не узнал. Красивая, холеная, сияющая. Волосы уложены, на губах легкая улыбка. Рядом с ней, на заднем сиденье, играли 2 детей. Эмили смотрела на него без злорадства. Просто с достоинством женщины, которая пережила ад и выжила. Она коротко представила сына и дочь. После развода она вернулась на ферму к отцу. Там ее ждали не упреки, а любовь и поддержка. Она выдохнула и начала заново, записалась на курсы экономики и финансов. Оказалось, что у нее светлая голова, способности к цифрам и стратегии проявились сразу. Еще до выпуска она получила должность в местном банке и быстро пошла вверх. Там, в банке, она встретила Джеймса, умного, спокойного, надежного. Он влюбился в нее без памяти. В ее характер, в ее силу. Вскоре они поженились. У них родились 2 детей. Джеймс носил ее на руках, без пафоса, без лжи, без желания спрятать от мира. Эмили наконец-то жила. И любила. И была любима. Светофор переключился. Эмили плавно нажала на газ и уехала, оставив бывшего мужа на пыльном перекрестке, вместе с его дешевым лотком, обветренным лицом и сожалением, которое уже ничего не изменит. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.